Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно – разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. Шестого января на западе японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 10 часов 18 минут по местному времени. Их эпицентр располагался примерно в 18 километрах к югу от города Мацуэ в префектуре Симане, а очаг залегал на глубине около 10 километров. Колебания почвы ощущались на значительной части западной и центральной Японии, включая острова Сикоку и Кюсю. По данным японского метеоагентства, максимальная интенсивность толчков составила более 5 баллов по японской шкале, что классифицируется как сильное землетрясение, способное привести к падению незакрепленной мебели и повреждению неармированных бетонных стен. Сообщалось о нескольких пострадавших, поваленных надгробиях и как минимум одном случае обрушения каменной стены, заблокировавшей дорогу. В высотных зданиях даже на значительном удалении от эпицентра наблюдалось длительное раскачивание. Несмотря на силу толчков, угроза цунами не объявлялась. Спустя 19 часов, ранним утром 7 января, в том же районе был зафиксирован авторшок магнитудой 3,2. Данное сейсмическое событие произошло на фоне повышенной активности в регионе после мощного землетрясения магнитудой 7,6, случившегося в Японии в начале декабря 2025 года. Север Франции оказался под влиянием мощного снегопада, что привело к транспортному коллапсу в окрестностях Парижа и в 26 департаментах региона. Пик кризиса пришелся на 6 января. Общая протяженность пробок в регионе Иль-де-Франс превысила 900 километров, став абсолютным рекордом для этого периода. Из-за сложных погодных условий метеорологическая служба Метео Франс объявила оранжевое предупреждение об опасности. Власти ввели ряд экстренных мер для обеспечения безопасности на дорогах. На основных автомагистралях была ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км в час. Кроме того, введен временный запрет на движение большегрузных автомобилей, перевозящих опасные вещества. Снегопад затронул не только наземный, но и воздушный транспорт. Главное управление гражданской авиации Франции обратилось к авиакомпаниям с призывом отменить не менее 15% всех запланированных рейсов в парижских аэропортах Руасси, Шарль-де-Голь и Орли до позднего вечера. Несмотря на принятые меры, тысячи пассажиров столкнулись с задержками и отменой рейсов. Местные службы активно работают над расчисткой дорог, однако интенсивность осадков и гололедица значительно затрудняют движение. Из-за сложившейся обстановки власти настоятельно рекомендуют жителям ограничить использование личного транспорта. В первую неделю начавшегося года подразделения МЧС Казахстана провели масштабные спасательные операции в Актюбинской и Акмолинской областях, вызванные резким ухудшением погодных условий. Из-за сильных метелей, пурги и нулевой видимости на трассах республиканского значения сложилась критическая ситуация, приведшая к эвакуации около 80 человек. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Акмолинской области, где 6 января в Есильском районе из-за перекрытия дорог на блокпосту оказался заблокирован автобус с 46 пассажирами. Все они были успешно эвакуированы в ближайшие пункты обогрева. Параллельно в Актюбинской области спасатели пришли на помощь 32 людям после поломки пассажирского автобуса на заснеженной трассе. По состоянию на 7 января движение ограничено на нескольких ключевых участках дорог, включая трассу Астана-Караганда-Алматы
и автодороги в Павлодарской области. В МЧС подчеркивают, что спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме, патрули на технике высокой проходимости проверяют занесенные снегом участки на наличие застрявших автомобилей. Всего за первую пятидневку января из снежных ловушек по всей стране было спасено и эвакуировано более 250 человек. Власти призывают водителей строго соблюдать штормовые предупреждения и воздержаться от дальних поездок до полной стабилизации погоды. «6 января на Холмском перевале, являющемся ключевым звеном федеральной трассы Южно-Сахалинск-Холмск, возникли масштабные транспортные заторы, практически парализовавшие сообщения между городами. Причиной коллапса стали неблагоприятные погодные условия. Обильный снегопад и резкое обледенение дорожного полотна сделали подъем на перевал непреодолимым для тяжелой техники. Сразу несколько грузовых автомобилей не смогли справиться со скользким покрытием и встали на наиболее сложных участках трассы, фактически перекрыв движение в обоих направлениях. Ситуация осложнялась тем, что застрявшие больше грузы заблокировали проезд для дорожной снегоуборочной техники, которая не смогла оперативно расчистить и обработать полотно противогололедными реагентами. В результате на перевале образовалась многокилометровая пробка из легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Дорожные службы и ГИБДД Сахалинской области призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок в данном направлении до полной стабилизации метеоусловий и завершения работ по очистке трассы. С 5 января в аргентинской провинции Чубут бушует крупный лесной пожар, эпицентр которого находится в районе Пуэрто-Патриада, вблизи муниципалитета Эль-Ойо. Огненная стихия быстро распространилась на территорию более 1800 гектаров, охватив склоны горы Серра-Пирке и продвинулась в сторону населенных пунктов Ринкон-дель-Лоба и Вилья-Эскандида. На сегодняшний день ситуация остается критической. Огонь уже уничтожил не менее 10 жилых домов, что заставило власти начать экстренную эвакуацию сотен местных жителей и туристов. В зоне бедствия работают более 230 пожарных и добровольцев, задействовано 6 единиц авиатехники для сброса воды. Губернатор провинции Игнасио Торрес лично координирует работу штаба на месте событий. По предварительным данным, причиной возгорания стал преднамеренный поджог. Сложный рельеф местности и сухая ветреная погода способствуют быстрому продвижению пламени, создавая угрозу для уникальной флоры и фауны региона. Местные СМИ сообщают о случаях гибели скота и диких животных. Доступ к популярному бальнеологическому курорту Пуэрто-Патриада полностью закрыт, полиция ограничила движение по прилегающим трассам, включая участки Рута-40, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. Экологи называют текущие пожары в Чубуте одними из самых масштабных за последние десятилетия. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии официально повысил уровень опасности вулкана Майон со 2 до 3 по 5-бальной шкале. Это решение обусловлено переходом активности в фазу магматического извержения, характеризующегося ростом лавового купола в кратере и его постепенным обрушением. С начала года специалисты зафиксировали резкий рост числа камнепадов, а также 4 вулканических землетрясения. Повышение уровня тревоги до 3 означает высокую вероятность опасного извержения в течение ближайших дней или недель. На текущий момент зафиксировано формирование пирогластических потоков, которые сходят по восточным и юго-восточным склонам, достигая расстояния до 2 километров от вершины. В ночное время в районе кратера наблюдается отчетливое свечение, подтверждающее экструзию свежей раскаленной лавы. Власти провинции Албай начали эвакуацию жителей в радиусе 6-7 километров от вершины вулкана. Специалисты предупреждают о рисках внезапных взрывных выбросов пепла, лавовых и пирокластических потоков, представляющих смертельную угрозу для всех, кто находится на склонах самого активного вулкана страны. Вчера албанский портовый город Дуррес оказался в эпицентре масштабного ливневого паводка, вызванного экстремальными осадками, которые не прекращались более суток.
Мощный шторм привел к затоплению около 800 жилых домов, что заставило власти начать экстренную эвакуацию, в результате которой не менее 180 жителей были вывезены из наиболее опасных зон и размещены в правительственных центрах отдыха. Уровень воды в некоторых кварталах достигал 50 сантиметров, полностью блокируя движение транспорта и пешеходов. Стихия затронула ключевые объекты городской инфраструктуры. Из-за подтопления первого этажа местной тюрьмы заключенные были переведены на верхние ярусы, а в 8 камерах потребовалась откачка воды насосами. В городе временно приостановлены занятия в школах, на оживленной автомагистрали Дуррес-Тирана образовались заторы из-за заглохших в глубоких лужах автомобилей. Ситуация осложнилась выходом из строя некоторых гидротехнических сооружений и насосных станций, что замедлило отвод воды из жилых секторов. На фоне наводнения в порту Дурреса было полностью остановлено движение маломерных судов и рыболовецких лодок из-за шторма, при котором волнение в открытом море достигало 7 баллов по шкале Бофорта. В спасательных операциях задействованы подразделения вооруженных сил Албании и пожарные расчеты, прибывшие на помощь из Тираны. Власти призывают граждан избегать передвижений по затопленным районам, так как риск новых осадков сохраняется. 6 января в районе курортного поселка Перли-Бич в западно-Капской провинции возобновился масштабный природный пожар. Возгорание, изначально возникшее еще в воскресенье между Франц-Краалом и Перли-Бич и казавшееся локализованным, вспыхнуло с новой силой из-за шквалистого ветра, достигавшего скорости до 70 км в час. К полудню вторника огонь перекинулся через стратегическую автотрассу Р-43, из-за чего власти были вынуждены полностью перекрыть движение на участке между Гансбаем и развязкой на Перли-Бич из-за нулевой видимости в густом дыму. Ситуация в населенном пункте стала критической. Жители и туристы фактически оказались отрезанными от внешнего мира, так как все основные выезды из города были заблокированы огнем или дымом. Муниципальные власти выпустили экстренное предупреждение о возможной эвакуации для районов Перли-Бич и Элуксальвения, рекомендовав людям в случае крайней необходимости направляться к береговой линии как к наиболее безопасному убежищу. В борьбе со стихией задействованы многочисленные наземные расчеты и авиация, однако их работу серьезно осложняют неблагоприятные метеоусловия. В живописном районе Канас в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло внезапное наводнение. 5 января на местной реке сформировался мощный ледяной затор, который впоследствии прорвало, что привело к прохождению высокой волны вниз по течению. Инцидент произошел в горной местности. В результате затора образовалось временное водохранилище, а когда давление воды пробило ледяную преграду, вниз устремился стремительный поток воды и льда. Волна накрыла прибрежные территории, размыла участки дорог и повредила мосты в нижележащих поселениях. Сообщений о человеческих жертвах или пропавших без вести не поступало. 5 января в районе Морейра-ду-Лима в муниципалитете Понте-де-Лима в Португалии вспыхнул крупный лесной пожар. Возгорание произошло на труднодоступном горном склоне Монте-де-Антелос, поросшем густым кустарником и эвкалиптом. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы вечером. Из-за сильного ветра и сложного рельефа местности пламя быстро распространилось, представляя серьезную угрозу. Пожарные службы оперативно отреагировали, направив на место происшествия десятки единиц наземной техники и сотни специалистов. В пиковые моменты к тушению привлекались более 200 пожарных. Борьба с огнем продолжалась более 21 часа. Пожар был взят под контроль и полностью потушен только во второй половине дня 6 января. Данных о пострадавших или значительном ущербе жилым строениям не поступало, однако огонь уничтожил обширные площади растительности в горном массиве. В январе самый высокий водопад Крыма Учан-Су превратился в мощный и неудержимый поток. Причиной резкого пробуждения природной достопримечательности стал пришедший на полуостров активный балканский циклон. Резкое потепление, сопровождающее циклон, спровоцировало стремительное таяние снега на склонах Ялтинской Яйлы.
В сочетании с обильными ливневыми дождями, которые обрушились на Крым в первых числах января, это привело к наполнению местных горных рек. Потоки воды устремились вниз с высоты 98 метров, создавая оглушительный шум и плотное облако из водяной пыли, которое полностью скрывает подножие скалы в районе водопада. Учан-Су известен тем, что в летний период практически полностью пересыхает, а зимой нередко замерзает, превращаясь в ледяную стену. Однако сейчас он набрал свою максимальную силу, став центром притяжения для туристов и местных жителей. Специалисты отмечают, что подобная полноводность является характерной для периодов прохождения теплых атмосферных фронтов, но текущая мощь водопада выглядит особенно впечатляюще на фоне общего подъема уровня рек в регионе. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.